Тусклый свет бара «Расти Энкор» ложился на потертые доски пола. Капитан Майя Ривз, работавшая здесь третью неделю под прикрытием, привычно протирала стойку. Она выглядела как обычная барменша, но за спокойной улыбкой скрывался элитный спецназовец, трижды прошедший Афганистан и обученный техникам, доступным лишь избранным. Ее задача в городе Сан-Диего была проста и опасна – вычислить тех, кто тайно переправляет военное оружие через порт. Разведка считала, что в этом баре торговцы назначают встречи потенциальным покупателям. Лично полковник Анима Хёйс отправила Майю, зная ее способность растворяться среди людей. Бар был забит морпехами, празднующими возвращение с базы неподалеку. Майя готовила напитки и незаметно вела наблюдение. Но в этот вечер что-то изменилось. Ее внимание привлек сержант Томас Миллер, частый посетитель, шумный и навязчивый. Его взгляд стал другим, внимательным, неприятно цепким. Когда Майя поставила перед ним пиво, он схватил ее за запястье и хрипло предложил провести вечер вместе. Майя, мягко высвободившись, вежливо отказала. Миллер рассердился. Друзья за его столом поднялись, готовясь вмешаться, и Майя мгновенно оценила обстановку, замечая все, что могло послужить оружием. Но сержант не знал, что эта барменша выносила раненых из засад под Кандагаром и обучена 7 видам рукопашного боя. Когда Миллер снова схватил ее, Майя перехватила его руку точным движением, которому учил полковник Тенгдал. Он вскрикнул от боли. Бар замолчал. Морпехи бросились к ней. Майя уложила 2 быстрыми ударами, 3-го отбросила локтем. Но ситуация изменилась, когда Миллер достал из кармана армейский нож. «Кто тебя прислал?» – бросил он. Он атаковал. Майя отбила удар, хотя стекло разбитой бутылки порезало ей ладонь. Один из морпехов схватил ее сзади, Майя освободилась и снова оказалась лицом к лицу с Миллером, который шел с ножом. И тут дверь распахнулась. В бар ворвалась военная полиция во главе с лейтенантом Родригесом, связным полковника Хёйс. Сержант, поняв, что окружен, попытался нанести Майе последний удар, но она провела идеальный бросок и прижала его к полу, хотя клинок успел рассечь бок. Когда Миллера скрутили, Майя увидела в его взгляде не алкогольный дым, знание. Он знал, что в баре работает агент под прикрытием. На улицу подъехал черный внедорожник полковника Хейса. Выяснилось, что Миллер – опытный разведчик, признанный в боях. И он не случайно оказался в Расти Энкор. Торговцы оружием действительно имели защиту среди военных. В госпитале, пока Майя накладывали швы, Хейс сообщил, Миллер раскололся. Он признал, что участвует в продаже экспериментального вооружения из проекта Cerberus. Сегодня ночью в порту состоится встреча поставщиков и покупателей. «Полковник, я должна быть там», — сказала Майя. «Именно», — кивнул Хейс. «Но не одна. Миллер пойдет с нами. Он знает тех, кто придет». Майя стиснула зубы. Работать рядом с тем, кто пытался убить ее, было противно. Но миссия важнее. Через несколько часов она уже стояла в тактическом снаряжении, зная одно. Эта ночь изменит все, и для нее, и для тех, кто скрывается в тени порта.